Та-та-ра-та-ра-та. Света совсем мало. Доброе утро. Ну, у меня утро. Этот день настал. Мы в Чикаго. Эту поездку я планировала 3 года. Ну, как-то все не получалось. Вообще, я считаю, если ты путешествуешь по Америке, есть 3 города топ, который ты обязан посетить. Это Бостон, Чикаго и Нью-Йорк. Как-то с Бостоном и Нью-Йорком получилось сразу, а вот Чикаго... Ну, и несмотря ни на что, я сегодня здесь 5,5 часов ужаса. Почему ужас? Потому что мы летели словно в шейкере. Плохо говорит. Плохо говорит. Такого страшного полета я еще не испытывала. Я теперь понимаю, как у людей формируется аэрофобия. Следующий сюрприз – это был наш отель. Такое ощущение, что это просто какой-то вокзал, перевалочная база. Там внизу, на первом этаже, рядом с лобби, я даже не смогла достать телефон. Куча каких-то людей ходит разных, кто-то без обуви, кто-то какие-то повара с бананами в ушах, еще что-то. Вообще выглядит все это крайне странно. У нас в отеле, на самом деле, нет плохой сервис. Надо сразу говорить, когда прибираться, если не и надо ли прибираться. Вообще странный вопрос для отеля. Воды в номере нет, возьмите отсюда, тащите. И идти нужно в сам номер. Практически лететь на самолете, через какие-то переходы. Счастливый 3016, не подведи. Живем мы на 31 этаже. Лифты как в многоквартирных домах эконом-класса Санкт-Петербурга. Вот здесь вроде так ничего, чисто, аккуратно. Мыши не бегают. Крысы не ходят. Боже, боже, боже. Так пахнет аккуратно. Плаза такая, как будто мы киноманы. Ну, нормально на самом деле. Ё-массе, зато какой вид! И на мост! Я за этот вид прощаю все! Слушайте, мы нашли женщину, которую пытал тот мужчина. Это последняя пробежка в моем нежном возрасте. Завтра мой день рождения. Я стану уже совсем взрослой. Кто бы мог подумать, что эта пробежка будет в Чикаго. Как бы это забавно ни звучало, но надо уметь мечтать. Единственное, бегать среди небоскребов так себе история. Честно говоря, я не очень понимаю, можно ли здесь переходить на красный, как в Нью-Йорке. Ну, я это делаю. Здесь такие старые трейны, вагоны метро, наземные. Вообще, город, на первый взгляд, очень мне нравится. Ну и плюс, я люблю его с детства, как и Нью-Йорк, всем сердцем, по американским фильмам. Какого-то особенного плана на Чикаго по нашему маршруту у нас не было. Лучший план – это его отсутствие. Пару мест, которые мы хотим посетить, и я очень хотела покататься на речных трамвайчиках под мостами и выйти в озеро Мичиган, и посмотреть старый маяк, и посмотреть на город со стороны воды. Это что-то невероятное. Друзья мои, Чикаго... Так, Чикаго напоминает Санкт-Петербург, центр, за счет мостов. Они, кстати, тоже здесь разводные. Они спасли спасательный круг. На 12 часов проходим, пожалуйста, проходим. Будет обзорная экскурсия по рекам и каналам Санкт-Петербурга.
шел речной трамвайчик, и вот бедных спортсменов на Сабе. Как их там заштормило. Практически забивает под мостовую, они держатся физически руками. О! Ребята! С таким лицом гулять на целый день. Подумать, что самый жаркий загар будет не в Калифорнии, а в Чикаго. Пока мы ждем, чтобы нам открыли водные пути, сейчас мы просто сгорим. Ладно, наслаждаемся солнышком, потому что завтра уже будет погода. There's valleys and mountain tops on this rocky road. All I'm asking now, don't give up. Так приятненько укачивает на волнах. Мы почти здесь уснули здесь. Don't give up. In sickness or health, for richer, for poor. I meant every word that I've told you before. Боже мой, так штормит, что меня сейчас вырвет. Don't give up. Don't give up. Don't give up. Ну, это было так красиво. Старый маяк. Город со стороны воды. Смотрится вообще абсолютно по-другому. Чем-то напоминает Нью-Йорк, но только совсем чуть-чуть. Все-таки Нью-Йорк, мне кажется, более интенсивный и более застроенный, если говорить про Манхэттен. Правда, здесь достаточно криминально, даже на входе в наш отель. Это Чикаго, детка. Просто с оружием в отель нельзя. Что непонятного. Поэтому я свой автомат оставила на входе. Миллениум парк. Место, где собираются любители йоги. Если бы я жила в Чикаго, это был бы мой любимый. Строительство его велось в течение 6 лет. Размеры парка 99 тысяч квадратных метров. 99 тысяч квадратных метров. 25 акров. Парк построен на месте бывшей железнодорожной станции. Сегодня это один из самых любимейших парков жителей города, а также туристов. Вот сейчас здесь, например, идет йога. Все бесплатно. Пожалуй,
Я присоединюсь. Кристиан говорит, 100% айтишники. Почему айтишники? Что такое они везут и как с этим бороться? Вы представляете, именно сегодня гейт закрыт. Там какие-то клининговые работы ведутся. Блин, ну я так хотела к нему подойти. Обидно. Вот это обидно. Вот сейчас было обидно. Идем на набережную. Даже не знаю, что сказать. Сейчас я как залезу на гарбич. Если я сюда залезу. Или я вот сюда залезу. И залезть-то никуда нельзя. Мы смогли познакомиться не только с облаком, но и с рабочими и строителями. Блин, в Чикаго же проходит чикагский марафон. Я понимаю, ну один из шестерки лидеров мировых. Бостонский, чикагский, нью-йоркский, Токио, Берлин. Бостон, Чикаго, Нью-Йорк, Токио, Берлин. Шестой. Лондон. Хотелось бы поучаствовать хотя бы в одном из. В Нью-Йоркском, конечно, это просто мечта моя. Бостонский является из шестерки лидер, но моя мечта это Нью-Йоркский. Но чтобы поучаствовать в этом марафоне, ты должен аккредитоваться, ты должен хорошо бегать. Ну, помимо того, что ты должен хорошо бегать, ты должен сдать, ну, грубо говоря, норматив, назовем это так. Ты должен в течение года в рамках этих организаторов пробежать, по-моему, 9 марафонов, да? Там есть разные программы. В общем, просто так пойти и купить слот, можешь, конечно, заплатив $10 000, это как будет пожертвование, да. Либо нужно быть Кейси Найстер, каким-то крутым блогером, еще и бегающим, и тебя будут приглашать. Какой красавчик! Я бы хотела отправиться на Аляску из Канады на большом пароме, да? Чтобы захватить и китов посмотреть, и ледники, и как-то провести время на палубе такого большого лайнера. Чикаго, наверное, маленькая лодка. Это как второй автомобиль в доме. Друзья мои, сейчас будет очень громко. Закрываем ушки. Ну что разорать? Вообще основная причина нашей поездки в Чикаго именно в эти дни, это, конечно же, мой день рождения. Вчера была невероятная погода, солнце. Ну а сегодня, естественно, по закону счастливчиков, у нас планируется дождь. Но я не думаю, что какой-то там большой или небольшой дождик может испортить. Смотрите, какая вода красивая. Сегодня я уже была на пробежке, долг своему телу отдала. А теперь... Всегда мечтала после пробежки выпить шампанского. А когда я могу это сделать? Не в свой день рождения. Сейчас я надеюсь, я не... Точнее, с днем рождения. С днем рождения, Миша. Они встретились. Погода уже меняется прямо на глазах, как говорится, на этих. Вчера сгорели, сегодня уже холодно, но
вот просто кровь из носу, как говорится. Мы должны хотя бы чуть-чуть изучить этот город, пройтись, прогуляться. Мы гуляли вдоль каналов, более того, у нас была водная экскурсия, но по самому городу мы не петляли. Хочется посмотреть, как он выглядит чуть-чуть дальше от центра и, конечно, при этом не получить пизды. После дождя любой город пахнет очень круто. Если, конечно, ты не находишься на какой-то вокзальной площади, где спят бездомные. А это у нас маленький закос под Уолл-стрит. Малышка, ну давай, у меня сегодня день рождения, я хочу, чтобы... Поняла, да? Спасибо. Ну что, мы вернулись снова в Миллениум парк. Ты помнишь, сколько вчера здесь было много людей? Погода была прекрасная, а сегодня никого. Нет, Чикаго мне определенно нравится. Красивый город. Я не помню, говорила или нет, в Чикаго была построена первая высотка в Америке. И до 98 года, до 1998 года, первенство по высоткам Чикаго сохранял. Здесь было здание, по-моему, 108 метров, 108 этажей, 413 метров. Слышишь колокола как будто бы? Да? Интересно, откуда это? Попробуй догадаться, что они имели в виду. А что это такое? Ты не знаешь? Очень странно выглядит. В общем, короче, какой-то подарок из Польши. По поводу чего непонятно, я смею предположить. Дружба народов? Конечно, нетипичный турист, потому что я хожу по музеям, но музеи мне не так сильно нравятся, как, например, вот такие городские переулки, разбитые, страшные. Это железнодорожные пути, причем они действующие. Здесь ходит метро. Мне кажется, это какое-то такое колоритное место, если убрать вот эти обосранные бумажки. Вот, например, вот это. А? Смотрите. Это же произведение искусства. Правильно? О, слышите, там кто-то играет на инструменте, на гитаре. Нет, там кто-то поет. На китайском, видимо. Сейчас я посмотрю, что там. Ладно, не буду рисковать жизнью. Место прикольное. Для фотосессии. Короче, нравится мне. Стройки, заброшки, склады и старые разбитые дороги. И там тоже что-то есть. Находиться здесь вечером точно не стоит. Как это все выглядит, да? Это центр города. Yeah, we have. Вот бизнес. Прям под мостом торгуют зонтами и плащами. А дождик все активнее и активнее. Я жду грозу. Бомбит! Все-таки мы попали под такой ливень. Я промокла насквозь, поэтому
прогулка закончилась не начавшись, мы вернулись в отель. Потому что сегодня же мой день рождения, мы вечером идем в ресторан, и как-то нужно было высушить одежду, оставшуюся, так как отдыхаем мы уже давно, а услугу прачечной не заказывали. Но мне везет, я с легкостью могу носить одежду своего бойфренда. Оп. Штанишки, рубашечка, ну носки, правда, мои, и еще осталась одна чистая майка. Все. Мне кажется, почему нет? Вообще-то, насколько мне помнится, я вообще хотела свой день рождения, на свой день рождения быть в каком-то коктейльном платье. Все-таки юбилей мы, видимо, в другой раз. Ну что, я все-таки в зеленой рубашке. Переоделась я в очередной раз. Пришли в японский ресторан. Здесь должно быть что-то вкусное. То есть по такой же методе, как вчера. Мы выбираем количество сетов. Сами ничего не заказываем. Нам подают блюдо, под него выбирают напиток от вина до саке. Первое блюдо было несколько странным. И вы знаете, о чем задумались? В Чикаго есть традиционная пицца, называется Deep Dish. Уникальность заключается в том, что она подается с большим-большим количеством сыра. И Deep Dish, то есть она глубокая, готовится в сковороде, запекается. Говорят, пицца нереальная. Вот первое блюдо в этом мишленовском ресторане было, ну, скажем так, после съеденного первого блюда мы подумали, может быть, нам стоило пойти в пиццерию. Wow. Thank you so much. Is it the temperature difference? Yeah, between the table? Oh, yeah. It's better sushi in my life. Просто человеку сделать приятно. Блин, спасибо большое, друзья мои. Это были самые вкусные суши в моей жизни. Я теперь даже не знаю, как мне идти в обычный ресторан суши после такой вкусняшки. День рождения прошел великолепно. Я, к сожалению, или к счастью, не в платье и даже не в светлой рубашке. Я в зеленой рубашке. Видимо, мое коктейльное платье еще не сшил мой модельер. Друзья мои, увидимся в ближайшее время. Люблю, ценю, уважаю за каждый, пусть даже маленький, на просмотр.